Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет или что или кто неожиданно появится в вашей жизни. С чем или с кем будут связаны вот эти самые неожиданности. Я бы сказала, тут неожиданности в стиле ретро или в стиле дежавю. Почему? Особенно вы это можете ощущать. Какая-то прежняя ситуация за счет Урана, который с 9 числа вернулся в знак зодиака Телец на полгода. Вот мы должны с чем-то разобраться, вы, мои дорогие. И период с 10 ноября будет или продолжением чего-то знакомого, или вот связан с тем, что мы должны что-то пересмотреть. Но неожиданно, кстати, может быть, мы это не инициируем, вот, но неожиданно могут проясниться некоторые детали дела, которым вы занимались когда-то прежде, или некоторые обстоятельства вопроса. В зависимости от того, что вы услышите, увидите, получение какой-то корреспонденции, информации, может быть, и звонки, контакты, встречи. Мы будем неизбежно что-то корректировать, перестраивать. И вот именно вот такой процесс Урана в Тельце вы будете ощущать как минимум, как я сказала, полгода. И поэтому можно себя настроить на более далекую траекторию. Зачем, вы спросите? А потому что от этого будут зависеть вопросы вашего благополучия, вопросы ваших достижений и, конечно, финансовая составляющая. Потому что, наверное, финансы, как возможности, они могут исходить как раз или как-то быть взаимосвязаны с теми историями, которые с нами случились прежде. Пришло время навести порядок в собственной жизни. И даже если вам кажется, что этот порядок присутствует, тем не менее, есть какие-то нерешенные вопросы. И, может быть, мы их видели в одном ключе, в одном каком-то, в нашем представлении они тут были. Здесь могут быть метаморфозы, или вы сами придете к выводу, что ну нет, будет лучше для меня же самого или самой, если я тут в каких-то деталях буду более гибче. Ладно, у нас сегодня две колоды. Первая 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Каковы ключи и потоковая информация. Что случится, что произойдет, с чем, может быть, будут связаны эти неожиданности. Три знака судьбы, три карты. Что они нам подскажут? В каких вопросах, сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Может быть и так, мои дорогие девы. И третий знак судьбы. И если уж мы говорим о неожиданностях, вот давайте на второй колоде дополним. Так что же там в неожиданностях? Что неожиданно? Что появится неожиданно? Или кто появится неожиданно? С кем или с чем будет связана эта неожиданность? И к чему это все идет? События, которые продолжат развиваться и которые вот вы с ними столкнетесь. Что идет на ваш порог, как мы говорим. Ну вот это то, что идет, а что ж придет в конечном итоге, для чего это нужно, или то, что будет продолжено, что будет, как, знаете, что ждет на последующий период, или что будет меняться, может быть, мы и сейчас чего-то не видим, а потом мы об этом узнаем, как это повлияет на вашу жизнь или изменит вашу жизнь. И по основным сферам жизни. Чего ждать? Сфера любви, взаимоотношения, ну и личная жизнь. Сфера финансов. Сфера ваших достижений, согласования, контракты, работа, бизнес или важные встречи, может быть и так, у кого что. Ладно, первый знак судьбы. Ну вот это вообще-то где-то про вас, мои дорогие девы. Вот смотрите, такая добрая, светлая, я бы сказала, солнечная карта. Сидит леди, и ключики, самое главное, в ее руках. Да, все двери закрыты. Она сама закрыла. Это она будет решать, кому она что откроет, закроет. То есть, по сути дела, это сильная позиция. Вот у вас сейчас какая-то должна быть сильная позиция. И даже если у вас сейчас какая-то патовая ситуация, вам как будто все-таки нужно быть наготове. Если необходимо, эти двери открыть. Но если необходимо, то их и закрыть. Сама по себе карта возможностей. Потому что туз пентаклей– это также важная бумага, важная договоренность, важный контракт. Тут, знаете, начало-начал. И если мы что-то делаем в новом ключе, вот тогда и открываются новые перспективы. И вы уже будете, ну,
исходя из своих ресурсов, их прикладывать, знаете, в новом прогрессе. Вот самое главное, ведь это начинание новое, может быть, это начинание через контакты или договоренности, или у кого-то это будет именно как новая сфера деятельности, может быть, пересмотр по отношениям, но где-то управление ситуацией или бесстрастное видение, что происходит. Потому что это ведь начало, еще могут быть какие-то неожиданности, но, в принципе, неожиданности, может, даже через какой-то кризис, они вас приводят к тому, что у вас-то ресурсов будет больше. И от того, как вы взаимодействуете, для вас будет означать еще и какая-то финансовая составляющая или денежный эквивалент. Деньги сами по себе тоже могут прийти. Вот смотрите. Мудрые решения. Второй знак судьбы, старший аркан Верховная Жрица, хранит тайну. Это имеется в виду, когда мы о себе много не даем информации. С другой стороны, явно нам придется договариваться с кем-то. Наверное, не время выносить вердикты, вот это точно. Когда выпадает этот аркан, и от вас могут что-то скрывать, ну и вы чего-то можете не видеть. Здесь пока, знаете, не все мы можем просчитать с позиции логики и здравого смысла. А ваша душа мудрая, она будет давать подсказки, как вам действовать, как взаимодействовать с людьми. И у вас должен быть такой своеобразный запасной аэродром. И если необходимо, как будто отступить полшага назад. Вам придется что-то корректировать. И это где-то, знаете, может пока еще не совпадать с теми событиями, которые уже наяву. Потому что по этой карте все-таки это больше на будущее, предвидение, да? Или умение просчитать что-то очень грамотно, правильно. И, может быть, вы узнаете, кстати, какую-то тайну. Я такого не исключаю, знак судьбы. То, что было в тайне предыдущий период, здесь становится явным. Но тогда мы об этом тоже не говорим. Конечно, карта мудрости и каких-то мудрых решений, а может быть и хитрых, мои дорогие. Я этого не исключаю. Ведь прообраз этой карты очень давно — это карта Ля-Папеса, которая как раз скрывала свое женское обличие под мужским платьем. И это ей не помешало стать во главе католической церкви. Я уже опускаю этот факт, но все же любая карта Таро — это всегда символы. И я именно и за счет символов прихожу как бы к трактовке. Вот вы понимаете, есть что-то очень важное в эти 10 дней. То, что в складках между светом и тенью, или истина находится в тени. Вот вам ее задача увидеть. Третий знак судьбы. А потому что двери какие-то, понимаете, может быть, они и были закрыты, да, и куда-то явно вам не нужно было идти. Может быть, знаете, тут какая-то перегруппировка, хочется сказать. Куда-то вы не попали. Может быть, это у вас был долгий период ожидания. Были надежды, связанные именно с тем, что вам было что-то обещано. Или был период, ну, такого вынужденного бездействия, когда, ну, не могли вы что-то сделать. Вы теперь можете понять, что нет, мне надо было раньше, например, поступить как-то иначе. Работа над ошибками тут может быть. Да, вот все три карты об этом. Потому что эта карта, она о том, что девушка когда-то пришла, присела словно к этим дверям в надежде, что откроются. И вот этот долгий период какого-то застоя. И дверь не открылась, и девушка успела состариться. Вот этого быть не должно. Не должно быть повторения какой-то прежней ситуации. Вот это знак судьбы. Может быть, нам говорят о том, что хитро и мудро придется договариваться, чтобы вот у вас было больше ключей в руках. Но совсем не с той позиции, когда мы, с одной стороны, кому-то безупречно доверяем и думаем, этот человек нас не подведет. Да, ну вот когда-то дверь, была же надежда, что она откроется, поэтому и девушка присела в ожидании. Если бы она знала, что да нет, человек явно эту дверь не откроет, или дверь не откроется по каким-то там причинам, но явно бы она этого не ожидала. Вот здесь есть какая-то путаница, которая ведет к застою, и вам это нужно сейчас как-то устранить. Может быть, не попасться по пятерке мечей, знаете, как на удочку каких-то манипуляторов. Вот и это правда. Тут и самому надо и хитро, и мудро как-то относиться. Ресурсы, самое главное, они у вас уже сейчас есть. Но их нужно
каком-то новом ключе, в новом эквиваленте, мои дорогие девы, использовать. А если по пятерке мечей была какая-то конфронтация, то тогда вам нужно найти новые рычаги к взаимодействию, нейтрализации какой-то конфронтации, потому что вам это помогает. Пройдет немного времени, и если вот вы эту возможность не упустите, то тогда ключи от этих дверей будут в ваших руках. Вот есть какая-то такая составляющая, у каждого она своя. И именно что это за составляющая? Это какое-то разочарование. По пятерке мечей, это, знаете, это что-то, когда вас кто-то подвел. Или когда вас что-то категорически не устраивало. Вот вы подходите к тому периоду, когда даже этот болевой момент нужно переиграть. Давайте узнаем, так что ж там неожиданно. Развилка, мои дорогие. Неожиданно новость, правда. По пажу жезлов. Пажи — это у нас всегда вестники, но у кого-то это может быть буквально с вашими детьми связано, потому что иногда дети, пусть даже взрослые, может быть, вы слышите какую-то новость или что вам там скажут, да, и вы тоже, как на развилке, нужно выбирать, и это неожиданно для вас. Или какая-то весть, новость тоже неожиданно, но все-таки жезлы, дела, работа, бизнес, наши последующие достижения, свершения — нам нужно выбрать, как будто куда мы пойдем или как мы будем действовать, взаимодействовать с кем-то. Давайте откроем следующую карту. К чему же это все идет? Это о чем? Ну, какая-то ситуация, которая долгое время не менялась, по двойке жезлов ничего не меняется. Когда вы прежде задумывали какой-то прежний проект, но либо не было возможности перейти к его осуществлению, и вот к чему все идет. Вот именно выход из какого-то застоя, правда? Давайте я открою сразу третью карту. И что ждет дальше, что будет меняться? Ну вот смотрите, опять пятерка. По пятерке жезлов это карта информационного хаоса. Вот если мы все вместе проанализируем, вы пока можете не видеть, как в дальнейшем изменится ситуация. За вами тоже могут, кстати, наблюдать. Все-таки Верховная Жрица, она говорит о том, что что-то и скрыто от вашего внимания. Может быть, пока скрыто от зоны вашего влияния, а вам туда нужно попасть и сделать это как-то хитро. Может быть, вам нужно с кем-то договориться по двойке жезлов, чтобы у вас более сильная позиция была. У вас есть какой-то фактор, который вас как удерживает. Удерживает вот словно вот возле этих дверей. И тут будет очень важно правильно оценить информацию. Я бы сказала, по пятерке жезлов это тут и люди проходят, тут проходит информационный поток. Причем такой, знаете, разношерстный. Так вот, если это касается людей, и это то, что будет продолжаться, это к чему придет, что будет меняться, люди будут менять. Приготовьтесь к тому, что в течение как минимум ноября месяца люди будут переигрывать какие-то прежние договоренности. Вам пообещают, а потом сменят пластинку словно, да, или мы говорим, переобуваются быстро. Вот такое по пятерке бывает. Мы на кого-то надеемся, именно по пятерке жезлов. А человек взял и переиграл. Ненадежные люди иногда тоже проходят. Каждая карта имеет даже такая мелкая архетип человека. Вот здесь те люди проходят, которые, они имеют свой интерес. И, в принципе, это даже не означает, что кто-то вас там нарочито пытается обмануть. Нет, сам человек по себе таков, что ему не следует безоговорочно доверять. Потому что у него сегодня интерес к одному, а завтра у него интерес к другому. И вы на это повлиять никак не сможете. Вот какая-то перегруппировка человека или какие-то информационные потоки, которые тоже будут меняться, и это на продолжительный период времени. Поэтому вам ваша задача это предусмотреть. Создайте для себя план А, план Б, план С. И если один какой-то план не работает, нужно переходить, ничтоже сумявшийся, ко второму плану, это точно. Как будто это не нужно ждать. Дожидаться, пока там до обещанного 3 года ждут, мы опять же чего-то не дождемся. Вот у вас сильная позиция от того, когда вы или ключи в ваших руках, или когда вы руководите как-то, может быть, так вот ненавязчиво, незаметно, как верховная жрица, но руководите.
этот вот есть явно какой-то тупик или какая-то пауза, когда вам нужно из этого выйти. А с чем это связано? Давайте я достану карту. Вот весь триплет об этом. Вам как будто бы не просто что-то мешает во взаимоотношениях, недостаток взаимопонимания по этой карте и недостаток финансов. Но тут как будто это тоже взаимосвязь. Сумеешь договориться, денег будет больше. Или каким-то образом через договоренности приходит финансовое благополучие. Не сумеешь договориться, и с финансами будет какой-то пролапс. Вот этот недостаток ваша задача устранить. И, видимо, для этого все необходимое, оно у вас сейчас есть, но требует каких-то либо новых подходов, либо быть гибче, мои дорогие. Вот это неизбежно, с чем это еще связано. Но по пажу мечей. Здесь придет еще явно какая-то информация дополнительно. Вот, может быть, это то, что я только что сказала. Кто-то, да, сначала вам одну информацию посылает, потом проходит какое-то количество времени, и человек, нет, я так не могу, или я так делать не буду, или я так не поступлю, он изменится. И к вам приходит противоположная информация. По этой карте мы меняем направление. Но это ваша задача изменить направление. Может быть, где-то перестроиться или перестроить свои замыслы, ваши планы, ваши цели в какой-то новый формат, в новое направление. Новое направление само по себе идет по этой карте. Почему? А потому что мы понимаем, что прежнее, оно не будет двигаться, или оно не будет продолжено, или нашего участия там не будет. А если и будет, то в зависимой ситуации. Поэтому и мы какую-то, знаете, как перерокировку, некоторый поворот, разворот в новом направлении должны сделать. Будьте готовы к неожиданностям. Кстати, все карты мелкие. И для вас, мои дорогие девы, это вообще не вопрос. Тут не просто вопросы финансов и, может быть, сохранения, благополучия, а когда с другой-то стороны, вроде бы кажется, да, придавил человек сундучок своим весом, а где он находится? Но он как в замкнутом пространстве. Вот это какой-то, знаете, прежний шаблон вам нужно переломить, изменить. Иначе мы потом не получим эти ключики от этих дверей. А может, будет только вот одна дверь, но мы-то внутри, мы не снаружи. А вам как будто нужно быть снаружи. Тогда поле видимости больше. Больше, опять же, ресурсов для вас. Как и информационных, так и взаимодействия с другими людьми. Ну или, может быть, это где-то по работе. Может быть, это какая-то личная история. Тут вот именно сохранение к вам и преувеличение финансового достатка приходит от того, что вы расширяете свои горизонты. Я, по крайней мере, вижу так. Ладно, давайте с вами откроем, чего ждать сфера личной жизни. Вот и вообще это ваша личность, это взаимоотношения в целом. Да, договориться можем. Карта праздника в этой колоде. Это именно праздник. Танцуют все. Вот у нас 3 девушки. Это, кстати, праздник с друзьями. И буквально второй ведьмочек. Тут даже коты изображены. У котов тоже праздник. Тут есть какая-то очень добрая составляющая вот на личную жизнь. Что-то вас радует, мои дорогие. Может быть, это вопросы семьи, может быть, это даже для кого-то такая сложная прежде ситуация. Ведь мы все разные. Может быть, у кого-то любовный треугольник, я такое не исключаю. Хотя в этой колоде не совсем об этом. Но, может быть, если такое все-таки для кого-то актуально, то тогда окончательное какое-то мудрое решение вам придется все равно принимать. Но для вас это тогда как, ну, знаете, гора с плеч упала. Очень добрая карта на радость. Вот для себя что-то сделать полезное, хорошее, доброе. И, может быть, какое-то соломоновое решение принять. Или словно Гордиев узел какой-то, да, вы, если не распутаете, то среднеарифметическое нейтралитет какой-то займете и останетесь довольны. Или закопаете топор войны. Вот буквально так. Когда и вы будете в выигрыше, и другие. Ну вот какие-то мудрые действия, мои дорогие, ведь карта мудрости и ключи в ваших руках. Может быть, это вы, мои дорогие девы, вам придется или доведется быть в каком-то вопросе, который внешне,
Вам придется быть как третейским судьей. И вот так хитро и мудро действовать. Именно тогда будет, как возрастать ваша роль. Ну, может быть, и посредником каким-то быть тоже придется. Тут ведь у каждого по-разному. Есть люди, которых мы не отменим. Коллеги, соседи, наши родственники. Ну, может быть, вот эти договоренности даже с внешними людьми. Да, вроде бы они нам и близкие, мы не отменяем. Или как коллеги, они нам вовсе не близкие. Но мы их тоже, мы ведь это не изменим. Уже сложилось, так сложилось. Ну вот, наверное, дипломатия у вас творит чудеса. Сфера финансов. Вот это ваша карта, хочется сказать, потому что аркан силы, кстати, это солнце в деве и критическое мышление. Да, энергетика как у мага, как серый кардинал. Ну вот вам, смотрите, очень много каких-то составляющих, а именно через людей, через договоренности, через, знаете, пусть и есть какая-то игра, а вам ее, ну, как-то нужно либо переложить на другую плоскость, чтобы в ваших руках было больше козырей или ключей, или когда вы участвовали в чем-то. Вот это ресурсы, понимаете? По аркану сила – это тоже дипломатия. Начни настаивать на своем. Лев ведь это прообраз нашего эго, и мы ни с кем не договоримся. Лев подчиняется девушке только потому, что не чувствует агрессии. Вот для вас как ключ к решению многих проблем. Даже, мои дорогие девы, если внутри все закипает, хочется сказать, да елки-моталки, надоело мне это все. А вот нет, тут, понимаете, дипломатия помогает решать вообще многие сферы жизни. И ведь это старший аркан. Значит, пусть это даже на уровне каких-то договоренностей или согласований. Пусть это, знаете, как худой мир, лучше доброй ссоры. А потом вы себе скажете спасибо, потому что у вас еще каких-то финансовых ресурсов будет больше. Мудрые действия. Мудрые решения, мудрые действия. Ну вот смотрите, это у нас сфера ваших достижений. Самое главное, у вас есть сейчас возможность как не остаться или возле этих закрытых дверей, или не остаться в одиночестве. Это карта искаженного восприятия, тем не менее. Это нам кажется, девушке кажется, что на нее, как знаете, воздействуют какие-то третьи силы, или она словно заключена, ну, как вот, как четверка, кстати, пентаклей, да, в какую-то зону отчуждения, или что все против нее сговорились. На самом деле нет. Эта карта очень хорошо прорисована и говорит о том, что девушка не видит, она смотрит вглубь себя. И вот все то, что я говорила, вам нужно владеть какой-то внешней ситуацией. Вам нужно расширять как горизонты собственного видения. Вам нужно расширять горизонты контактов. Для вас вот это взаимодействие с внешней какой-то обстановкой, оно совершенно необходимо. Именно извне к вам приходят и через договоренности ресурсы. Здесь нельзя себя ограничить, ну вот как по пятерке, наверное, жезлов, каким-то одним-двумя общениями или контактами, или надеждами на конкретных людей, которые потом изменят. Или они будут верны только своим интересам. А вы люди честные, вы люди работоспособные. Вы можете кому-то довериться. Вот я тут вижу такой момент. Все-таки верховная жрица не о доверии говорит, правда? А когда мы где-то хитрее и мудрее поступаем, ну вот значит для вас это совершенно необходимо. Ну и открыть-то глаза тоже как будто следует. Здесь не быть во власти предубеждений. Что это? Да люди будут хитрить. Семерка мечей. Держи глаза открытыми. Карта вора. Чтобы потом, ну, не прошляпить что-то. Поэтому я бы сказала, мои дорогие девы, проверьте пароли аккаунтов на всякий случай. Будьте внимательны к сумочкам, кошелькам. Может быть, вам придется контактировать с разными людьми, которые будут усыплять ваше внимание. Вот, кстати, здесь есть такое значение по семерке мечей, когда нужно забрать свое. И мы все разные. Может быть, и придется такими методами вам воздействовать на других или договариваться по каким-то сложным темам, чтобы забрать свое. Но тогда мудро, ну и хитро, опять же, дипломатом быть все равно придется. Тут есть явно какая-то персона,
которая, знаете, вам может что-то пообещать на достижение, и вы кому-то поверите. Все-таки персональная карта король жезлов. Это карта харизматичного лидера. И вот с этим лидером нам вроде бы так и хорошо, интересно. Более того, это персона, которая нас как притягивает к себе. Мы словно магнитом притянулись к этому человеку. Ну, может быть, это иносказательно, а есть какая-то зависимая ситуация. Но на самом деле, если мы продумаем, то зависимости там и нет. Или они незначительные. Мы можем переиграть. И карта говорит, да, обещать тебе будут, но делать никогда. И эта карта еще раз подтверждает вот какую-то ситуацию, о которой я сказала. У каждого по-своему, мои дорогие девы. Перекладывайте на себя. Вот эту силу, ее как-то надо мудро расходовать. Может быть, в течение всего ноября. И помните, что ключи-то должны быть в ваших руках. Может быть, и себя сохранять, да? И то, что вам дорого, любимо. Но решиться скорее на те действия или какие-то дипломатично хитрые действия, когда от вас кто-то чего-то тоже не ждет. Все-таки все то, что я сказала по пажу мечей, как новое направление, оно должно быть рассмотрено. Или это как выход может быть из какой-то сложной ситуации. Перекладывайте на себя. Я благодарю за ваши искренние и добрые комментарии. Подписывайтесь на мой канал, мои дорогие девы. Оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.